Приветствую большую любознательную аудиторию на канале Майер. Сегодня мой обзор посвящается блоку питания на 12 вольт. Такие блоки питания очень востребованы. 12 вольт это стандарт для большинства электронных приборов. Все как-то не везет мне купить на Алиэкспресс хороший блок питания. Два ранее купленных сгорели на съемках обзора. Каждый раз меняю продавцов, читаю отзывы. Качественный блок питания это оказывается в наше время проблема. Итак, на столе, значит, у меня новый образец за 500 рублей. Точно такие же в России стоят 1000 рублей. Давайте основные характеристики. Здесь вот с обратной стороны указаны. Модель VSC 1260. Входное напряжение, переменный ток 100-240 вольт. Кстати, стоит и в Японии, скорее всего. Так, на входе 1 ампер, 50-60 герц. Выход 12 вольт, 6 ампер. Так, здесь вот указано вот тюльпанчик, разъем. Плюс это внутри, а минус снаружи. Схематично изображено. И дальше, внимание, только использовать внутри помещений. И дальше написано, использовать в электронных технологических каких-то устройствах. Дальше, опасность. Не открывайте. Есть риск поражения электрическим током. Made in Китай. Все. Дальше мы видим вот такой разъем, как у блока питания компьютеров. Провод на 1,5 метра и 1,20 м на 12 вольт выходной. Провод, ну что-то мне не нравится, жилы тонкие. В общем-то, но это мы потом проверим. Так, первым делом сразу давайте синтетический такой тест проведем, проверим. С электронной нагрузкой. Так, блок питания 12,4 на холостом ходу. Довольно-таки хорошо. По напряжению. Поднимаю. Так, 3 ампера 12 вольт. Еще поднимаем. Так, перебор я делал. Вот 6 ампер. 11,5 вольта. 70 ватт. Ферритовая накладочка на проводе есть от помех, значит, если где-то мы акустику подключаем. Семь ампер. Восемь ампер. Линейно падает вольтаж и все. Вот так себя ведет схема. Так, электронную нагрузку я гонять не буду, чтобы ее не сжечь. А включу лампу. У меня как раз на 70-80 ватт есть лампа. Все это дело замерю. Так, сейчас посмотрим потребление лампы. Видим 6 ампер. Ровно. Так, оставляю испытуемый образец минут на 20-30. Думаю, этого будет достаточно. Все, время пошло, оставляю. И через 20 минут посмотрим. Так, 20 минут уже работает. Еще раз замерю. Ток 5,76, 5,8. Я считаю, что тест пройден. Нагрузку держит в постоянном режиме. Так, температуру сейчас я вам скажу. — 55. Вот 70 градусов.
80. Вот здесь горячее всего. Надо открыть, посмотреть, что там находится внутри. Как вы считаете? Пока горяченький. Помним, что разбирать не надо. Рука не держит. Горячий. Я паяльный фен приготовил. Думал, может, им придется коробку нагревать. Но он сам себя хорошо разогрел. Рука не держит. 80 градусов все-таки. При таком ампераже лучше, конечно, вентилируемый блок питания. Несколько прорезей должно быть, чем наглухо закрытый. Так, ну, силен я силен. Вот так. Достаем из корпуса. Так, конденсаторы саморазрядились или нет? Чтоб меня тут током не шибануло. Все, надеюсь. Так, ну ладно, будем рассматривать плату, компоненты. В входной цепи блок питания присутствует набор компонентов, присущий нормальной схемотехнике. Вот тут видим предохранитель 250 вольт, 3 ампера вместо 2 ампер. Но плата, очевидно, является универсальной. Тиристор НТС 10D9, сглаживающий пусковой ток, сопротивление 10 Ом. Вполне достаточно, чтобы при включении блока питания не слышать хлопков. Конденсаторы 400 вольт, здесь на 33 микрофарада, здесь на 15 микрофарада. Так, вот здесь вот диодный мост КБП 206G на 2 ампера. Тут на радиаторе MOSFET МДП 5N50 на 500 вольт 5 ампер. Радиатор хороший, есть даже термопаста, вот здесь я вижу. Ну, здесь вот трансформатор, ну, по размеру вроде похож на 6 ампер, но маркировки никакой нету. Входная и выходная цепь имеет гальваническую развязку, имеется оптопара PC817, которая выполняет роль обратной связи со стабилизатором напряжения TL431. Вот он. Ну, во всех импульсных блок питания сделано именно так. Керамический конденсатор. Выходная часть собрана на 2 диодах шотки на 5 ампер 100 вольт. Так, а вот здесь вот я вижу 2 сомнительных конденсатора производителя, я такого не знаю. На 16 вольт по 1000 микрофарад. Так, ну надо что-то проверить. Давайте вот эти хотя бы 2 конденсатора я замерю. Так, ну какой результат? 2500. Да, что-то на 500 выше, чем нужно. ЕСР неплохой. В общем-то, нормальные конденсаторы вот эти. Наверное, все-таки вот этот отпаяю конденсатор. Так,
Все радиоэлементы смотрятся вполне прилично, как новые, а вот этот, можете обратить внимание, с какой-то блямбой. Наталкивает на мысль, что радиоэлементы все-таки взяты БУ. И китайцы вручную собирали эти блоки питания. Держит. Загнули выводы, что ли, черти, блядь. Тяни вот эту хуйню. Так, 23 микрофарада. На корпусе указано 63 вольт, 22 микрофарада. Все сходится. Можно этот конденсатор назад поставить. Ребята, видите, на коробочке написано 12 вольт, 6 ампер. И если мы уберем вот этот провод, я припаял на выход 0,5 квадрата, и видим, 6 ампер выдает, и напряжение держится в районе 12 вольт. Ссылку на этого продавца я оставлю под видео. И там еще несколько ништяков добавлю. Так, у меня вопросов к этому блоку питания нету. Но если что-то я упустил в этом обзоре, напишите в комментариях, я обязательно отвечу. Нравится смотреть обзоры электроники, распаковки товаров, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте бубенчик, не пропускайте новые видео. Это был Майер. До новых встреч, пока, друзья.